Приветствуем наших подписчиков и гостей канала Эзотерика для тебя, друзья. Мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня, друзья, у нас с вами 23 декабря, суббота. Обращаю ваше внимание, это предпоследняя суббота этого 2023 года. И вы знаете, сегодня достаточно очень по своей энергетике сильный день. Это денежный день, изобильный день, поэтому обязательно сегодня проведите практику с купюрой. Вот возьмите любую купюру, которая вам на интуитивном уровне понравится. Возьмите, обязательно напишите эту цифру на купюре и скажите определенные слова. Таким образом, вы запустите определенные денежные энергии в свою жизнь. А вы знаете, что сейчас дни достаточно сильные по своей энергетике. Мы в одном из видео об этом говорили и обсуждали. Давайте сначала проговорим, что же нас сегодня ждет 23 декабря, для того, чтобы многие люди понимали, осознавали и знали, как правильно им спланировать этот день 23 декабря, друзья, суббота. Итак, давайте более детально проговорим эти моменты. Итак, друзья, сегодня у нас с вами суббота, сегодня 11 и 12 лунные сутки, растущая луна в знаке зодиака Телец. Что же этот день несет в себе? Вы знаете, этот день, такой вот день мудрости над чувствами. Поэтому сегодня вам нужно быть мудрыми. Это очень сложно, но вот благодаря таким дням вы и учитесь этому. Даже если вам сегодня очень сложно, вы все-таки должны подумать о том, как вы можете, как вы желаете, как вы хотите изменить свою жизнь. Просто вот возьмите, у вас сегодня будет прекрасное, хорошее настроение, придумайте себе, чтобы вас вдохновило, возьмите листок бумаги, главное, чтобы он был чистый, белый, не в клеточку, не в линеечку. Возьмите ручку и пропишите, что вы бы хотели осуществить, сделать, реализовать в 2024 году. Можете написать это тезисно, можете написать это в виде стихотворения, в виде какого-то такого интересного рассказа. Просто мечтайте. Вы должны понимать и то, что сейчас уже начинаются вот такие достаточно сильные по своей энергетике дни. Кроме того, сегодня идет еще одна интересная энергия. Это энергия, космическая энергия любви. Это божественная энергетика. Поэтому в этот день признавайтесь в любви. Любите, говорите о своих чувствах. Вне зависимости, это ваши родители, это ваши дети, это ваш любимый родной человек. А возможно, вы сегодня будете признаваться в любви Вселенной, космосу, Богу, ангелу-хранителю. Это нормально. Главное, чтобы эти были вибрации и шли от чистого сердца. Вы должны об этом понимать и осознавать. Также дарите сегодня подарки. Не обязательно должно быть что-то дорогое. Это может быть то, что вот, знаете, вот понравилось, и вы захотели это сделать. Самое простое и самое уникальное. Вы шли, вы увидели какой-то красивый торт продается в витрине, или вам запахло очень вкусным кофе, и вы решили его купить и угостить свою, например, родную сестру, подругу, соседку даже. Сделайте это. Поднимите другим людям настроение. Это правильно. Подавайте сегодня милостыню. Но опять же, это не обязательно милостыня, она должна всегда выражаться в деньгах. Нет, вы можете милостыню подавать и, например, в слова, в какой-то помощи, поддержке. Но об этом не стоит трубить во все трубы. Помните об этом. То, что мы делаем искренне, от чистого сердца, знает Вселенная, знает высшие силы, ангел-хранитель. Кроме того, сегодня суббота, и сегодня может быть такая вот ситуация, хотим вас предупредить, что у вас кто-то может попросить, угостить какой-то едой. Как правило, это будут пожилые, уже достаточно люди. Они могут быть нормально, вроде
вроде как вы подумаете нормальной одежде, но это таким образом стучатся в ваше сердце ваши родные и близкие люди, которых нет в материальном плане. Поэтому обязательно постарайтесь им помочь. Как правило, они просят немного, просят булочку, просят там колбаску. Сделайте 100-150 грамм, оплатите и дайте им. И это, знаете, вы это когда делаете от чистого сердца, вы тем самым поднимаете и свои вибрации. Девочки и мальчики, в свою очередь, это очень важно. Вне зависимости, если вы на интуитивном уровне это чувствуете, обязательно этого делайте. Не бойтесь. Многие люди боятся, думают, ой, а что другие скажут. Забывайте об этом, пожалуйста. Далее, друзья, на что вам еще обращаем ваше внимание, что сегодня, к сожалению, у некоторых людей будет повышенная эмоциональность, у кого-то будет обидчивость проявляться, поэтому не стоит на людей сердиться, не стоит ругаться, ненавидеть их, злиться и так далее. Дело в том, что сегодня вот тот день, когда нужно созидать. Сегодня тот день, когда нужно именно творить. Потому что если вы будете с кем-то ругаться, ссориться, выяснять отношения, то помириться потом вам, к сожалению, будет очень сложно. У людей будет вот обида, она будет там где-то внутри. Также сегодняшний день не стоит жалеть себя, не стоит жаловаться, не стоит плакать. Почему? Потому что вы можете застрять в вот этом вот состоянии. Это, знаете, как в болоте, как в трясине. Вот застряли, так не просто застряли, она вас постоянно тянет с вас энергию. Поэтому, чтобы такого не было, вы помните о том, что вы творец своей жизни, вы архитектор, вы сами себе строите. Конечно, кто-то скажет о том, что это все философия, но только вы в этой жизни принимаете решение, что вы делаете, как вы делаете, куда вы идете, к чему вы стремитесь и так далее. Да, вы можете послушать советы, рекомендации других людей, но принимать-то вам решение. То же самое, вот представьте себе, когда вы утром идете на работу, и вы вот одежда, вы примерили на себя одежду, которую вы сегодня наденете, но вы хотите сегодня поменять сумку, вместо, например, желтой взять с собой красную, и вы должны понять, что это вы принимаете решение. Да, вы можете спросить у близких и родных, но вы интуитивно должны сами принять решение. Вот так и в жизни. Также обращаем ваше внимание, что сегодня достаточно хороший день, все, что связано с деньгами, с бизнесом. Если вы в торговле, у вас сегодня достаточно будет такой вот легкий день, поэтому старайтесь сегодня, то есть сегодня, если вы в торговле, к вам будут сегодня приходить люди, сегодня будут общаться с вами. Не факт, что они будут покупать, но вы закладываете зернышки на будущее, вы должны об этом понять. Поэтому общайтесь, улыбайтесь, дарите эмоции. Люди это любят и этого хотят. Сегодня в этом злом мире этого не хватает. Помните о том, что вы можете, знаете, вот стать вот тем лучиком света в темном царстве, к которому все будут идти. И вот сегодня тот день, когда люди на интуитивном уровне, они чувствуют вот таких вот людей и идут именно к вам. Что же касательно здоровья, то вы знаете, сегодня очень хороший день для начала лечения, для очищения верхних дыхательных путей, сердца, легких. Как вариант, сегодня хорошо сходить к источнику, искупаться в реке, например, потому что в этот день вода обладает достаточно сильными очистительными свойствами. Также старайтесь сегодня поменьше употреблять грубой пищи, старайтесь сегодня пить побольше воды. Также вы можете использовать сегодня и соки, фреши с той же морковкой, возможно, с яблочком. То есть в вашем регионе, у каждом регионе есть свои фрукты, есть свои овощи, которые вам стоит принимать, потому что это очень важно. Но вот обращаем ваше внимание, сегодня ни в коем случае не должно быть нагрузок на сердце. Будьте внимательны и осторожны. Что же касательно стрижки волос, то стрижка в этот день, к сожалению, противопоказана. Она может повлечь за собой несчастье, травмы и повышенную вероятность угрозы для жизни.
Также обращаем ваше внимание, что в сегодняшний день, если к вам приходит какая-то информация и заставляют вас принимать как можно быстрее решения, чтобы вы по-другому реагировали или пытаются вас увести с пути, то есть заставляют все бегом-бегом, пожалуйста, будьте внимательны и будьте осторожны. Если вы чувствуете, что вот кто-то как будто спешит, кто-то вас заставляет, знаете, остановитесь, потому что таким образом люди хитрые иногда бывают, злые, и они пытаются взять какую-то свою выгоду. Также обращаем ваше внимание, что в этот день, 23 декабря, плохим знаком будет разбитая посуда и жидкость, которую вы пролили. Поэтому будьте внимательны, будьте и осторожны, потому что именно вот такие знаки, к сожалению, предвещают какие-то страдания, какую-то боль, беды и так далее. На что еще стоит обратить внимание, друзья, смены места работы сегодня не стоит. К сожалению, по энергетике этот день не предполагает менять место работы. Тот скажет, ну, суббота же, о какой работе? Вы знаете, есть разные работы, есть разные компании, поэтому по-разному. Также сегодня не стоит общаться с руководством на какие-то глобальные темы, потому что вас не услышат, вас не поймут, и, возможно, это еще приведет к каким-то не очень хорошим ситуациям. Даже сегодня не стоит заниматься недвижимостью, потому что это все-таки не тот день, чтобы уделять внимание недвижимости и решать те или иные какие-то вопросы, которые вам нужны. Далее, друзья, сегодня касательно зачатия, сегодня крайне неблагоприятный день для зачатия. Физическая нагрузка в этот день не будет лишней, пробуйте. Также сегодняшний день не подходит и для домашних дел. Ну а сны, которые приснились в этот день, как правило, вещи, и все-таки им следует доверять. Сбываются, правда, они через 7 дней. И в этот день, как правило, в ваших снах могут даже приходить откровения. Поэтому обратите, пожалуйста, на это особое внимание. Далее, друзья, давайте проговорим, что же нам сегодня, 23 декабря, обещает Архангел Михаил, какие советы, какие рекомендации он дает на этот день. Вы знаете, карта в этот день выпала, которая звучит следующим образом. Уважайте и доверяйте вашим чувствам. То есть сам Архангел Михаил, то есть высшие силы говорят о том, чтобы вы услышали себя. Что же вы хотите, что же вы желаете, а не кто-то другой. И если вы где-то находитесь с кем-то в какой-то конфликтной ситуации, и вы чувствуете, что вот вам тяжело от того, что вы поругались, что вы поссорились, знаете, самая простая практика, возьмите листок бумаги, ручку и выпишите, почему это произошло, что вы чувствуете, что вам необходимо сделать. И вы знаете, таким образом вы начнете понимать, возможно, придет озарение того, что же вы сделали не так и на что вам обязательно стоит обратить внимание. Не злитесь, если у вас в этот день что-то будет не получаться. Помните о том, что многие вещи зависят только от вас. И здесь очень важно, чтобы вы уважали себя, любили себя, не кого-то, а именно себя. Дело в том, что очень часто многие люди допускают одну вот банальную ошибку. Они готовы для других людей тратить деньги на них, делать подарки, независимости, дорогие, недорогие. Но вот для себя купить платье, сумку или отправиться в путешествие им очень жалко. Они пытаются сэкономить, что-то купить на распродажах. Этого не стоит делать. Научитесь любить себя, научитесь уважать себя, и тогда вы увидите, как ваша жизнь будет меняться, потому что вы не просто человек, да, вы тот человек, который реализует свои задачи и цели в вашей жизни. Помните, пожалуйста, об этом. И молитва, которую, друзья, мы рекомендуем прочитать в этот день, она звучит следующим образом. Спасибо тебе, Архангел Михаил, что поддерживаешь, ведешь и защищаешь меня, ведь я прислушиваюсь и действую, так как подсказывают мои чувства. Помоги мне понять и выразить мои чувства с любовью. Обращаю ваше внимание, что эти слова молитвы будут в описании к этому видео. Ну, а теперь давайте с нами вместе проведем одну уникальную практику. Это очень такая
такая вот она простая, но в то же время действенная практика. Сегодня, 23 декабря, вот в любое время, главное, чтобы вы были не расстроены, вы не злились, вы не плакали, не находились в каком-то таком депрессивном состоянии. Это очень важно при проведении именно этой практики. Открывайте свой кошелек и достаньте купюру, вот любую купюру, которая вот вы почувствуете, что она вам нужна для проведения этой практики. Достаете купюру, берете ручку, здесь не имеет значения какого цвета, и в правом нижнем углу рисуете циферку 8, именно цифру 8, и далее обводите ее в круг. И далее скажите следующие слова: свои финансы по кругу запускаю, с каждым днем их больше получаю, в изобилии с этого момента проживаю. После этого эту купюру вы кладете обратно в кошелек, и желательно до 24 декабря не трогать уже банкноты, ну, чтобы вы не случайно взяли эту банкноту, а уже 24 декабря вы ее можете потратить, или 25 или 26, здесь уже все зависит только от вас. Таким образом, вы через эту купюру запускаете определенные процессы в свою жизнь. Так что попробуйте, друзья, практика, как видите, простая, но она очень действенная и эффективная. Ну, а с вами, как всегда, был канал Эзотерика для тебя. Друзья, подписывайтесь, ставьте лайк этому видео. Но прямо сейчас на экране, друзья, вы видите два всплывающих окна. Это следующие рекомендованные видео для вас. Нажимайте на то видео, друзья, которое вам на интуитивном уровне понравилось больше, и смотрите. Всех вам мыслимых, друзья, и немыслимых благ. Услышимся с вами уже буквально в следующем видео.